Для этой толщины пряжи я выберу спица номер 4, основная спица, и спица номер 3,25 для того, чтобы было проще вязать. Оставляю несколько сантиметров, ввожу спицу под рабочую нить и просто перекрещиваю. Вот так. Дальше я буду набирать 5 петель. То есть у меня вот получается указательный палец под рабочей нитью, заворачиваем на себя и поднимаю 1 петля, 2, 3, 4 и 5. Беру спицу меньшего размера и по очереди, начиная со 2 петли, набрасываю эти петли на 1 петлю. 1, 2, 3 и 4. 4. И таким образом мы с вами набрали 1 петлю. То есть 1 петля кромочная и 1 петлю мы набрали. Для этого способа набора петель в форме таких пиков нам необходимо набрать в 2 раза меньше петель, чем нам необходимо. То есть если нам нужно, к примеру, набрать 20 петель, здесь я набираю 10 петель, так как в следующем ряду мы будем добавлять еще петли. Еще раз смотрите, указательный палец под рабочей нитью и набираю 5 петель. 1, 3, 4 и 5. Можно использовать тот же номер спиц, которым вы вяжете, но просто для удобства я использую спицу меньшего размера. И начинаю переснимать со 2 петли по очереди. Все петли переснимаю через 1. То есть протягиваю вот таким образом. 2, 3 и 4. 4 петли. Вот я уже набрала, смотрите, 2 петли. Видите? Давайте еще раз наберем 1 петлю. Итак, набираю на спицу 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше берем спицу нашу дополнительную и переснимаем, начиная со 2 петли по очереди 4 петли. Я протягиваю 1 петлю через эти 4 петли. Вот таким образом я сейчас наберу еще 2 петли, кромочная, 5 петель, которые мы набрали, и в конце добавляю 1 петлю кромочную. То есть если я хочу набрать 10 петель, кромочные мы не учитываем, мне в первом ряду необходимо набрать 5 петель. То есть 5 вот таких пиков, если я хочу 10. Я беру спицу того же размера, которым мы набирали петли, и вяжу 2 ряд. Кромочную я провязываю лицевой. В последующих рядах снимаем не провязывая. Дальше провязываю или лицевыми, или изнаночными, в зависимости от того, что вы дальше хотите вязать. Я буду провязывать, ну давайте изнаночными. Итак, изнаночная петля. И добавляю 1 петлю. Изнаночная.
добавляю петлю. 2 петли я добавила. Мне нужно добавить 5 петель. Изнаночная, 3, изнаночная, 4, изнаночная, 5. 5 петель я добавила. И последнюю кромочную провязываю изнаночной. И на спицах у меня 12 петель. Вот. Дальше я вяжу, в принципе, любым способом. Лицевая гладь или какой-нибудь узор вы будете вязать. Вот так у нас получается этот наборный край. И можно его использовать при вязании любых изделий, свитеров, джемперов, жакетов, изделий для детей. И дальше, к примеру, я провязываю следующий ряд или лицевыми, или изнаночными, в зависимости от того, какой узор вы хотите вязать. Так что смотрите, какой классный, интересный наборный край для вязания спицами. Все очень просто. Вот так он выглядит с лицевой стороны и с изнаночной. Мне кажется, даже в изнаночной стороне выглядит немножко более интересно. Или лицевая. Как вам, с какой стороны вам больше нравится, с лицевой или с изнаночной? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи и всем пока!